Недавно студия Excel Games опубликовала первый выпуск дневников разработчиков MMORPG Arcade Chronicles, ранее известный под названием Arcade 2. Там нам раскрыли некоторые подробности грядущей, все еще, как я понимаю, MMORPG, о которых хотелось бы поговорить, если не сказать побомбить в нашем новом ролике. Потому что чем больше мы узнаем о новой Арчаге, тем безрадостнее становятся перспективы. Хотя нужно отдать должное, PvP здесь все-таки будет. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках, в ВК и на Рутуб. Все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм. Если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре MMORPG с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Для начала традиционный ликбез, ну так, по верхам, потому что так-то у нас есть отдельный плейлист, посвященный Arcade 2, и с ним было бы не лишним ознакомиться. Итак, относительно недавно, относительно нашей жизни недавно, так-то достаточно давненько, появилась инфа о том, что разработчики оригинальной Арчаги Excel Games работают над якобы продолжением, то бишь непосредственно над Arcade 2. Да, она тогда так называлась. Достаточно шустро появился трейлер с визуальной точки зрения великолепный, многие места были узнаваемы, мы узнали также о том, что будет нон-таргет внезапно боевая система, и вот уже тогда появились первые, скажем так, червячки сомнения у любителей оригинальной Арчаги. А потом и вовсе, уже непосредственно от Kakao Games, которая, напомню, будет выступать в качестве издателя, появилась инфа о том, что да, мы работаем над Arcade 2, но это как будто бы будет более сингл-ориентированная игра. И мы такие, вот, и тут нужно добавить, что Arcade тогда еще 2 это кроссплатформенная MMORPG, без мобилок, но для ПК и для консолей. Это важно. Потому что вот уже совсем недавно разработчики решили переименовать Arcade 2 в Arcade Chronicles. И таки да, по всем параметрам получается, что это, мало того, что это более сингл-ориентированная игра, так она еще и ориентированная на консольную аудиторию, судя по всему. Кроме того, разработчики вообще называют свой проект Online Action RPG. Да, безусловно, аббревиатура MMORPG кое-где прослеживается, но что-то, сука, мне это все напоминает. Ах да, мне это напоминает поведение разработчиков New World, теперь уже Eternum, которые тоже решили назвать свою, в общем-то, MMO Action RPG, дабы не пугать консольную аудиторию. Разработчики Arcade Chronicles, видимо, больше на опыте, они понимают, что в их игре есть онлайн-составляющая, от которой никуда не деться, и называют ее Online Action RPG. Но так-то, как по мне, они тоже решили не пугать консольную аудиторию. И вот, в этом мире победивших MMO Action RPG для консоли, я предлагаю поговорить о подробностях Arcade Chronicles, которые стали появляться вместе с выпусками дневников разработчиков. Погнали! События Arcade Chronicles развернутся через 50 лет после сюжета оригинальной игры и будут посвящены колонизации Аурории, континента, который исследовали игроки в первой части. Вместо глобальных катастроф, как это было ранее, история Chronicles сосредоточится на менее известных сюжетных линиях, связанных с борьбой и надеждами первых переселенцев. Более того, разработчики сообщили, что через это ответвление, что ли, Arcade, они собираются рассказать больше историй, связанных непосредственно с Arcade, и посвятить больше времени лору этой вселенной, что для нас, любителей MMORPG, я не знаю, где-то на предпоследнем месте, наверное. Крафт, собирательство и потом лор и всякие нерассказанные истории. Как-то так. Одним из ключевых нововведений, внимание, станет так называемая акробатическая боевая система, которая будет в себе сочетать динамику одиночных экшен-игр с масштабами ММО. Этот шаг, по мнению разработчиков, призван сделать игру более доступной для широкой аудитории, включая тех, кто предпочитает насыщенный экшен с элементами РПГ. А кто, простите, у нас любит такой забористый экшен с элементами РПГ? Нет, справедливости ради, среди ПК-бояр такие тоже найдутся. Но все-таки, сдается мне, кор-аудитория это непосредственно консольщики. О чем нам прямо тактично не сообщают. И правильно делают. Потому что например, разработчики New World Eternum подобного так-то лишены. Там в лоб просто сообщили ПК-аудитории, это все для консольщиков, чтобы они не испугались. Игроки смогут участвовать как в одиночных
сражениях, так и в масштабных PvE-активностях, таких как рейды на 20 человек и мировые боссы. Разработчики обещают сделать контент доступным как для одиночных игроков, так и для больших групп, позволяя каждому наслаждаться игровым процессом в своем стиле. Также, несмотря на заметные и значительные изменения, Arcade Chronicles сохранит многие ключевые механики, полюбившиеся фанатам серии. Например, в игре будут такие системы, как строительство и торговля. Да, вы не ослышались. Разработчики оригинальной Arcade считают, что, в общем-то, фанаты оригинальной Arcade полюбили эту самую оригинальную Arcade за такие ключевые механики, как строительство и торговля. Я, конечно, понимаю, это не все ключевые механики, которые будут присутствовать в Arcade Chronicles, но вот почему-то в первую очередь рассказывают об этих. И я не знаю, как вам, но мне кажется, что строительство и торговля находятся где-то, перед собирательством и крафтом. А потом уже невероятные истории идут и лор. Или я ошибаюсь? При этом система жилья будет существенно расширена, предлагая больше возможностей по персонализации. Например, игроки смогут создавать и кастомизировать свои дома вместе с соседями. Торговая система тоже получит дополнительные механики. Так, перемещение торговых товаров между регионами теперь будет сопряжено с большими рисками, но и, соответственно, с большими возможностями. И вот здесь мы наконец-то подошли к действительно ключевой механике оригинальной Arcade — PvP-составляющей. Да, PvP из игры решили полностью не убирать. Не знаю по какой причине, видимо, чтобы фанаты оригинальной Арчаги не покинули нашу солнечную систему на пердильной тяге. Тем не менее, это будет, скажем так, совсем не то PvP, которое мы ожидали увидеть в Arcade. Насколько я понимаю, PvP будет завязано на обновленные торговые маршруты с вот этими самыми элементами риска и вознаграждения. Чем ценнее товар и сложнее путь, тем, понятное дело, выше шанс столкновения с другими игроками. Дополнительно команда работает над новой системой преступности и организованного PvP, включая боевые арены, такие как Колизей, где, собственно, игроки смогут сражаться друг с другом. То есть, натурально, small scale PvP, то есть PvP, рассчитанное на малые группы. Может быть, все равно там гильдии в этом будут присутствовать, но массовых сражений все равно это не подразумевает. И PvP аренного, может быть, там еще какого-нибудь батлграундного типа. Это не есть плохо, просто еще раз, это не есть то, что вот у нас, у игроков из наших широт, ассоциируется непосредственно с Arcade. Типа, файтиться на паках, да, при перевозке паков, это тоже достаточно веселое занятие. Просто хотелось бы, конечно же, какого-то фракционного массового противостояния, к которому мы, собственно, и привычны. Мы, я имею в виду те, кто играл в оригинальную Arcade. И, коль скоро разработчики об этом не упоминают, я так подозреваю, что ожидать этого не стоит. И это печально. Исполнительный продюсер также сообщил, что разработчики готовят множество новых подробностей, которые раскроют в ближайшие месяцы. Игрокам обещают еще больше контента и новых механик, которые сохранят связь с оригиналом, но предложат уникальный и свежий опыт для новых и вернувшихся игроков. У меня тут внезапно возник вопрос: для каких вернувшихся? Для куда вернувшихся? Они никуда из оригинальной Arcade не уходили. И судя по тому, что я сейчас озвучил, никуда и не уйдут, пока оригинальный Arcade будет существовать. А если серьезно, то мне кажется, что заниматься подобного рода деятельностью, то бишь брать известную франшизу и развивать ее в каком-то неизвестном направлении, это довольно странное занятие, если не сказать больше. Ровно так же достаточно странно маскировать, аббревиатуру MMORPG за онлайн-экшен RPG, чтобы угодить определенной аудитории. Да и вообще, если бы у меня спросили, я бы сказал, что всерьез рассчитывать на консольную аудиторию с подобного рода проектами, наверное, не стоит. Равно как не стоит ожидать, что подтянется какая-то core-аудитория, потому что эта игра явно не рассчитана на core-аудиторию оригинальной Арчаги. Вот и получается, знаете ли, то, что мы, собственно, видели недавно в Throne and Liberty. То бишь, игра, которая хрен пойми вообще на кого рассчитана. Да, здесь есть узнаваемость из-за тайтла, то бишь Arcade. Но, в общем-то, узнаваемость на этом и заканчивается. Поэтому, разумеется, мимо пропускать Arcade Chronicles мы не будем, потому что нам необходимо, что правильно, держать руку на пульсе, о вас в курсе, но и, знаете, каких-то прям светлых ожиданий от этого проекта не будет. Имха, свое мнение, как всегда, пишите в комментариях.
Не забываем, как всегда традиционно, поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся.